Здравствуйте! Сегодня 6 января, и это 6-й день нашего марафона «Русский 2021». Если вы здесь первый раз, добро пожаловать! Сегодня мы поговорим о том, что мы делали в 2020 году. Вы расскажете мне, где вы были, куда вы ездили, с кем вы встречались и так далее. Кажется, Мария сошла с ума. Понятно же, что мы ничего не делали в 2020 году. Вот именно, мы ничего не делали. Прекрасно, потому что сегодня мы повторяем двойное отрицание. Двойное отрицание или примеры типа «мы ничего не делали». Не делали одно отрицание и ничего второе. Вот оно, двойное отрицание. Сначала давайте повторим отрицательные местоимения. Что? Что мы делали? Ничего. Ничего. Обратите внимание, здесь «ни». Кто? Никто. Где? Нигде. Куда? Никуда. Когда? Никогда. Как? Никак. Добавим предлоги с кем? Ни с кем. Все очень просто, добавляем «ни» и повторяем вопрос «с кем?». Мы пишем 3 отдельных слова «ни с кем». О чем? Ни о чем. У кого? Ни у кого. И так далее. Могут быть самые разные варианты. Просто добавляйте «ни» перед вашим вопросом. И после всех этих слов обязательно не как мы ничего не делали или нет. Когда нет, в предложениях типа «у кого есть словарь?», «у кого есть словарь?», «ни у кого нет словаря», «ни у кого нет словаря». Или «кто здесь?». Здесь никого нет. Здесь никого нет. Нет плюс родительный падеж, поэтому никого. Во всех других случаях мы используем не плюс глагол. Не делали, не работали, не знали, не были и так далее. Итак, сейчас вы расскажете мне о том, как вы провели 2020 год. Ну, а если честно, просто будем использовать отрицательные предложения. Я спрашиваю, а вы отвечаете отрицательно, то есть используете двойное отрицание. Готовы? Итак, где вы отдыхали в 2020 году? Где вы отдыхали? Куда вы ездили? Куда вы ездили? С кем вы познакомились? С кем вы познакомились? Как вы отметили свой день рождения? Как вы отметили свой день рождения? На каких концертах вы были? На каких концертах вы были? Я жду ваши негативные ответы в комментариях или в нашей группе. Присоединяйтесь и до встречи завтра!